Всем привет с града Измаила. Я Раиса Горяченко. Сегодня я хочу вам рассказать, почему мне нравится один из сортов фирмы Гавриш, который называется розовый фламинго. Но прежде всего покажу вам томат, который тоже так же называется нашей отечественной селекцией украинской. В пакетике было расфасовано, красивый снимок был удлиненного томата розового в виде фламинго. Вот чего получилось. Это вот такой розовый фламинго. Ну, по вкусу мы еще не знаем, посмотрим, чуть позже будет. А теперь пойдем вот к нашему розовому фламинго, которого уже вот мы собрали 5 уже кистей томатов собрали. Были очень крупные, мы вам показывали. Сейчас вот уже вот 5-я кисть заканчивает созревать. И мне пришлось уже, это низкорослый по описанию томат, и вот уже пришлось создавать вот такую арку из этих томатов. Почему они мне нравятся? На улице жара сейчас до 40 градусов. А эти томаты вяжут. И даже на высоте. И вот очень хорошо видно, вот здесь, смотрите, они вяжут. Да, они не полностью вся кисть завязывает, но 2-3 томатика продолжают завязывать. И им жара нипочем. Вот это уникальный томат. Конечно, он мне очень нравится. Вот смотрите, то же самое уже вот завязал. Томатик цветет еще. Вот здесь по 2-3, пусть их мало, не так много, как в начале, но они замечательно справляются с отдачей урожая. Еще что интересное, тут же я хочу вам сказать о том, что мне хочется высокорослые томаты. Мы уже собрали, считайте, больше половины урожая, уже все в банке, что-то съели. Я что делаю еще? Если выходит пасынок в нижней части, я его оставляю. Даже оставляю несколько, как вот на этом кустике. А уже из этих, кто чуть-чуть через недельку я увижу, кто более красивый, я оставлю один. И буду его формировать. Вот видите, уже вот этот, скорее всего, этот останется. Здесь уже и пасынок есть. И буду формировать его отдельно еще одним стволиком, для того, чтобы до зимы иметь еще томаты. Еще я провела в этом году эксперимент по томатам. Сейчас, кроме вот этих томатов, многие уже полностью завершили свое плодоношение. И поэтому пришлось вот внизу, смотрите, я решила, собрав низкорослых томатов урожай, вот здесь уже высажена рассада, тоже низкорослых. И я надеюсь, что эти томатики тоже к зиме дадут свой урожай. Потому что не должна теплица простаивать, все должно работать, все должно давать урожай. Вот такая сегодняшняя интересная тема, тема розового фламинго, почему он мне очень нравится. На улице он мне не понравился, он был низким, и томаты были корявые и очень такого некрасивого вида, их было мало. Вот. Сейчас вот этот томат на следующий год, конечно, займет основное место в моей теплице, и я буду продолжать его выращивать из-за того, что он очень вкусный, он вяжет при высокой температуре, и можно его формировать на любую высоту, формировать в один стволик вилочкой, и это будет прекрасные томаты до самых морозов, пока можно будет удерживать в этой теплице хорошую температуру. Вот так я прощаюсь, пока. Будьте здоровы мне. До новых встреч.